Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и сегодня мы познакомимся с новинками от российского производителя пиротехники TAG Innovation. Как вы уже догадались, речь пойдет о новых гранатах с активной чекой, которые называются TAG-19 и внешне копируют советскую наступательную гранату РГД-5. Я на полном серьезе не понимаю, почему эти гранаты вышли только сейчас. Тагин, ну серьезно, что может быть популярнее, чем РГД-5? Это легендарный узнаваемый образ, который должны оценить не только наши соотечественники, но и игроки со всего мира. Для тех, кто не особо в теме, наступательная граната РГД-5 поступила на вооружение советской армии в 1954 году на смену РГ-42. Интересно, что спустя более полвека РГД-5 до сих пор используется в качестве основной наступательной гранаты в вооруженных силах Российской Федерации и некоторых других армий мира. Более того, например, Китай и Польша производят копии РГД-5. В Китае она называется тип 59, а в Польше РГД-5. Внешне TAG-19 можно назвать антуражной, но спутать ее с боевой сложно. С одной стороны, расцветка и формат надписи очень похожи на некоторые образцы боевых гранат, у которых, кстати, за половину века неоднократно менялся оттенок краски и формат надписи. С другой стороны, пластиковая предохранительная скоба, оттенок краски и черное кольцо дают понять, что это не боевая граната. И скорее всего это даже плюс. Так будет меньше вопросов у правоохранительных органов во время досмотра и при перевозке. И меньшему количеству ненормальных придет в голову кого-нибудь пугать этими гранатами. Я бы сказал, тут соблюден баланс между антуражем и здравым смыслом. Как вы уже успели заметить, в кадре появилось две разные гранаты с разными маркировками, которые по сути отличаются одной буквой. В версии ШЕ внутри корпуса находится 260 шариков, которые скреплены между собой точно таким же полимером, как в TAG-67. Он нужен для двух вещей. Первое, чтобы шары внутри корпуса не гремели. Второе, чтобы увеличить разлет этих самых шаров. В версии У шаров нет. И в качестве условно поражающего элемента можно рассматривать только сами куски полимерного корпуса. Полимерный корпус примерно такой же, как и в TAG-67. То есть это такой пенистый полимер, который с одной стороны достаточно твердый, с другой стороны хорошо фрагментируется и не способен причинить какие-то повреждения во время разлета. По комментарию производителя, они долго подбирали нужную формулу, чтобы получить такой полимер. Еще существует граната с маркировкой М. Как подсказывает капитан Очевидность, внутри нее находится маркирующий порошок. Гранаты отличаются по весу. Версия с шарами весит аж 140 грамм, что очень и очень круто, так как ее можно закидывать несколько дальше, чем более легкие гранаты. Вес гранаты с маркировкой У 115 грамм, соответственно, ее получится закидывать несколько ближе, и она больше подойдет для CQB. Радиус поражения, как вы понимаете, тоже отличается. Версия с шарами разлетается на заметно большую дистанцию, и разлет шаров может достигать до 20 метров. В то время как у гранаты с маркировкой У разлет осколков ограничен 5 метрами. Хотя во время тестов осколки смогли достать Леху и на 7 метрах. Как вы видите, в момент взрыва корпус разлетается на множество мелких осколков. В процессе создания новой гранатки этому уделили отдельное внимание. То есть, в качестве условно поражающего элемента, помимо 260 шаров, мы получаем множество полимерных осколков корпуса, что практически полностью исключает возможность избежать попадания по вам осколками или шарами, если вы находитесь в радиусе поражения. Помимо шаров и осколков, также можно рассмотреть остатки полимера, скрепляющего между собой шары. Полимер мягкий и по консистенции похож на воск. Если честно, я не знаю, как это реализовано в других репликах РГД-5, но в TAG-19 узел запала вылетает цельной деталью на небольшое расстояние. Сам пироэлемент распадается на две одинаковые половинки, не образуя острых краев. Интересным моментом является то, что помимо внешнего вида, Тагин скопировали узел инициации УЗРГМ со всеми вытекающими в виде полного хода скобы. Что это значит? Это значит, чтобы произошла инициация, нужно, чтобы скоба отошла в сторону на весьма существенное расстояние. Граната никак не может случайно инициироваться, пока чека на месте и удерживается предохранительная скоба.
Лично на моем опыте парафиновая версия F1 с активной чекой от другого производителя могла инициироваться при малейшем отхождении скобы, что несколько напрягало. В случае с TAG-19, чтобы произошла инициация, необходимо чуть ли не до конца отклонять скобу. Одной рукой так отклонить скобу не получится, если только у вас не супер длинные пальцы. Во время инициации замедлителя слышен характерный хлопок. С одной стороны, вы хорошо понимаете, что инициация произошла. С другой стороны, этот хлопок может вас выдать, если вы хотите по-тихому куда-то закинуть гранату или сделать из нее растяжку. К сожалению, это наследие от боевого прототипа УЗРГМ. Даже в Википедии написано. По опыту уличных боев на Северном Кавказе было выявлено, что все семейство взрывателей УЗРГ, УЗРГМ и УЗРГМ-2 выдают положение использующего гранату громким хлопком, который возникает при срабатывании спускового рычага и накале капсуля взрывателя. Время работы замедлителя аналогичное с боевой гранатой от 3,5 до 4,5 секунд. Резюмируя, основными фишками новой гранаты являются антуражный внешний вид, реалистичная работа узла запала с длинным ходом предохранительной скобы и плотный и дальнобойный разлет условно поражающих элементов, состоящих из 260 шаров и множества осколков корпуса из вспененного полимера. На данный момент TAG-19 уже успели доехать до большинства российских магазинов. Например, в нашем магазине страйкбольной пиротехники Бабахи они уже есть в наличии, и их можно приобрести. Ссылку я оставил в описании. Все, что вы думаете про новые гранаты, вы можете написать в комментариях. Если выпуск вам понравился, обязательно поставьте уверенный палец вверх. И если вы этого еще не сделали, подпишитесь на канал и поставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. С вами был Евгеньевич. До скорого!